Рисуем сосновое дерево. Сегодня работаем на рисовой бумаге черной тушью и каллиграфическими кистями. Рисуем сосну на малом формате, дерево в полный рост. Берем достаточно объемную кисть, сначала ее увлажняем, а затем подсушиваем об салфетку. Распушаем ее кончик пальцами и берем на нее активный черный цвет туши или же средний серый цвет. И прижимая вот так вот кончик кисти распушенный, мы, двигаясь сверху вниз рядами, начинаем этими прикосновениями кисти, прижатием ее кончика, наращивать форму сосновых крон. Посмотрите, пожалуйста, на форму, которую мы получаем и к которой мы стремимся. Делаем несколько веток, точнее их кроны, и затем этим же распушенным кончиком, не собирая его, обрисовываем контуры ствола, двигаясь сверху вниз или снизу вверх, то есть от тонкой вершины к толстому основанию или же наоборот от толстого основания к тонкому концу. Затем берем малую жесткую кисть для того, чтобы не набирала она на себя много воды, чтобы наши линии не сильно растекались, чтобы не растекались. И опять же активным черным цветом туши мы рисуем контуры веток сосны, которые будут поддерживать кроны. Здесь мы работаем движением линии от точки до точки, и поступательным нарастающим движением образовывая ветки, малые и средние. Затем активным черным цветом можно обвести контуры ствола и некоторых больших веток, чтобы более его выделить. Затем мы распушаем кончик кисти, но не очень сильно, а немного, чтобы он оставлял достаточно небольшие отпечатки. И берем средний серый цвет туши или черный цвет, желательно не совсем активный черный цвет, и прижатием кисти образуем кроны будущих кустов. Затем мы подсушиваем кисть, и тем же распушенным кончиком мы начинаем как бы поскрябывать кистью по бумаге, то есть прижимать ее и проводить, образуя вот такие вот неровные линии и шероховатости для того, чтобы обозначить скалу и некоторые выступающие камни на пейзаже. Теперь мы берем более светлый оттенок туши, но не на сильно влажную кисть, а на почти сухую, и проходим этим цветом по стволу сосны и также средним по размеру и большим веткам. Теперь мы работаем малой жесткой кистью. Не должно быть много влаги, чтобы линии не растекались. И на прежде намеченных кронах мы начинаем рядами, двигаясь сверху вниз, прорисовывать иголки. Посмотрите здесь, как мы это делаем. Мы как бы рисуем линиями, стремящимися в одну точку, некоторый веер, и наращиваем их рядами. И так заполняем кроны сосны. Теперь той же самой кистью, тем же самым цветом туши мы рисуем неровные полуовалы, двигаясь сверху вниз или снизу вверх, тоже наращивая их рядами, но с одного выборочного боку ствола. Другую часть ствола, другой край мы оставляем его не заполненным. Также то же самое мы повторяем на больших ветках сосны. Теперь мы возьмем более активный черный и подчеркнем те самые полуовалы, которые ближе всего к выбранному нами краю, чтобы более их выделить.
Теперь мы той же самой кистью и черным активным цветом туши рисуем линии, которые будут обозначать ветки куста. Движение – это линия от точки до точки, уверенная линия. Наращиваем ветки куста. Теперь мы большой кистью в сухом ее состоянии, высушив ее об салфетку, взяв средний оттенок туши, немного поскребем по той пустой части ствола, которую мы не закрасили. И теперь, взяв на слегка распушенный кончик кисти более активной черной туши, мы начинаем по уже подсохшему прежнему слою туши опять поскрябывать кистью по бумаге, нанося больше фактуры и текстуры. Теперь мы должны будем выделить некоторые выступающие части скалы, некоторые камни. Для этого небрежным контуром мы обводим выборочные из них. И темным активным цветом туши, черным, прижимая слегка распушенный кончик большой кисти, мы еще раз проходим по кроне куста, в некоторых местах оставляя отпечатки. И последнее, что мы с вами сделаем, это малой жесткой кистью поставим вот такие вот интересные галочки и обозначим птиц, улетающих зимовать, тем самым давая понять, что мы изображали уже приближающуюся зиму. Лайкайте это видео, если вам понравилось, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.